Доброе утро, друзья! Сегодня у нас ответственное дело. Будем делать санитарную и формирующую обрезку помидоров. Томатов, как многие любят говорить. Но мы используем слово и помидоры, термин и помидоры, и томаты. Сейчас я нахожусь в теплице. У меня здесь растут гибридные помидорчики. И я вам покажу, как я делаю обрезку высоких помидоров, терминантных, и низких сортов помидоров, детерминантных. Сейчас будем говорить о высоком сорте. Давайте посмотрим, что такое санитарная обрезка высокого сорта помидор, да и любого сорта помидор. Значит, санитарная обрезка, она предполагает удаление или подрезку листьев, которые касаются почвы. Вот здесь вот вы видите, листья касаются почвы. Можно убрать весь, но я не буду весь. Я сохраню питательные вещества, я уберу только часть листа. Вот еще один лист, который провоцируется тоже. Хочет касаться земли, я уберу его часть. Все, здесь сделана санитарная обрезка. Растение не касается почвы, только стебель. Стебель вот здесь можно обработать раствором извести на корневой шейке, для того, чтобы вы обезопасили себя от грибковых заболеваний. Теперь, что касается формировки. На первой стадии развития томатов, пока они еще молоденькие, пока только растет стебель и само растение растет, практически формировка очень щадящая. Первым делом мы формируем центральный стебель. Высокорослые томаты – это томаты, которые выращиваются в один стебель. Вот смотрим, формируется один стебель, но есть некоторые здесь уже пасынки. Это те отростки, которые будут забирать силу у центрального стебля и будут забирать силу у ваших плодов, которые скоро будут формироваться. Видите, уже идет цветение. Вот эти пасынки мы тоже будем убирать. Это вот один. Вот еще один пасынок. Вот. Все. Мы их убрали. Теперь они не будут забирать силу у томатов. Вот еще один маленький пасынок, который формируется. Его просто можно вот так вот взять и выломать. Все. Стебель томата чистый, он сформирован в один стебель. Так я его и буду поддерживать, пока он достигнет высоты примерно уровня 1,5 метра. Это высокорослый томат, и он позволяет себе рост до уровня 1,5 метра. Если у вас более слабое питание, может быть. В некоторых случаях огородники формируют томат в 2 стебля. Вот, например, вы можете посмотреть, здесь сформирован томат, тоже высокорослый, но он сам разветвился в этой точке. И теперь я его буду вести в 2 стебля. Уже здесь есть цветы. И на той части тоже формируются цветы. Я их убирать не буду. Я сделала здесь санитарную обрезку. Томат тоже чистый. Видите, листья не касаются земли. И убрала пасынки. Пасынков тоже нет. Вот так вот формируется высокорослый терминантный томат. Теперь хочу поговорить с вами о низкорослых, детерминантных томатах. Это томаты, которые формируются в несколько стеблей. То есть, по сути, вы формируете кустик. Не один стебель, а несколько стеблей. Вот как в этом, посмотрите. Вот у него 2 стебля уже. Вот здесь может быть сформирован еще один стебель. Вот он. Вот здесь вот еще один стебель. И так можно сформировать 3, 4, максимум 5 стеблей
без центрального стебля, на которых и будут формироваться плоды. Этими отличаются низкорослые томаты от высокорослых. То есть вы формируете фактически кустовую форму растения. Формирующая обрезка здесь нужна только для того, чтобы удалить лишние стебли, которые растение не выкормит. Максимум 3-4, ну может быть 5 стеблей, если растение у вас сильное. Все остальное нужно будет удалить. Ну и санитарная обрезка, о которой не стоит забывать. Это те листья, которые касаются земли. Вот этот вот я уберу. Этот частично уберу. Мощный, мне жалко терять питательные вещества. Вот этот вот уберу. Тоже немножко подрежу. И здесь вот еще. Все остальное я сохраню. И будем ждать, пока завяжутся плоды. О том, как это будет происходить, я уже покажу в следующем видео. Вот так выглядят те же томаты, которые растут и в теплице. Посмотрите, насколько отличаются растения. Здесь цветения практически еще нет. Только единичные экземпляры. Томаты менее мощные. Листья менее крупные. И цвет, мне кажется, тоже немножко отличается. Здесь более темная окраска листьев. Вот такая вот она, это хлопотная обрезка томатов. Как высоких, так и низких. Ну, я думаю, что это вполне понятный процесс. И хочу акцентировать ваше внимание на том, что если вы будете делать такие обрезки, вы получите урожай намного лучше, чем если бы вы этого не делали. А у меня сегодня все. Надеюсь, видео было интересным, познавательным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось. Пока-пока.